Добрый день. Хотела бы высказаться по поводу того, кто в семье должен отвечать за финансы. В мусульманской семье, естественно, мусульманской, нормальной, адекватной, здоровой семье. Кто по исламу должен отвечать за финансы, за обеспечение, за комфорт семьи. Так вот, в обычной нормальной семье за все это, за комфорт и хорошую, спокойную, размеренную жизнь должен отвечать мужчина. А женщина не должна стремиться заработать больше или в принципе заработать. У нее не должно быть цели именно заработать бабок, миллионы, миллиарды. Мне срочно нужно. Почему тебе это нужно, если у тебя есть муж? Вот это загадка. Если у тебя такой херовый муж, который не может и не хочет тебя обеспечивать, живете вы там со свекровью условно, или в каком-то доме с его родственниками, братьями, сватьями, еще миллионы каких-то людей, каких-то странных, совершенно тебе мало знакомых. Вот, если он там работает за зарплату каким-то, не знаю, таксистом, офисным клерком, курьером, я не знаю, кем там еще, может быть, грузчиком, и тебя это не устраивает, то вместо того, чтобы идти быстрее на работу, зарабатывать миллионы и жить дальше с таксистом по непонятной причине, потеряв к нему всякое уважение и вообще какой-то там трепет и любовь, нужно сначала с ним развестись, а потом уже идти зарабатывать денежки, если тебе так очень сильно хочется. Ну и когда женщина рассказывает, что я так хочу очень много денег, очень хочу много денег заработать, хочу каждый день по 20 часов работать, только 4 часа сплю, не успеваю поесть, поспать, и скорее заработаю, скорее, даже без каких-то там процедур и прочего, бежим сразу же, летим на съемки, в офисы и вообще везде, куда только можно, потому что нужно зарабатывать, да, потому что я очень люблю денежки. Когда ты просто зарабатываешь, ты не живешь ни хера, потому что нет никакого у тебя порога, никакого потолка, у тебя нет никакой конкретной цели. Ты просто идешь, что-то там делаешь, все время работаешь, по факту, что ты заработала 100 тысяч или 100 миллионов, какая разница, если все время работаешь, тебе некуда их тратить особо, кроме как на пожрать, посрать и не знаю, что еще, на клинику какой-нибудь. Поэтому женщины, которые называются мусульманками, живут с мужиками, которые очень мало зарабатывают, меньше них. И они рассказывают, что они просто в первую очередь видят человека, личность. Мужчина — это же отдельная личность. Это такой прекрасный, красивый душой человек. Но при этом этот красивый душой человек совершенно не старается удовлетворить потребности жены. Он забивает на них хер просто и говорит, что ну хочешь жить отдельно, иди работай, хочешь кольцо, не знаю, или браслет, иди работай. Хочешь там еще что-то, клининг, иди работай. Вообще, моя там бабушка и мама и работала, и за домом следила, и за детьми, и за мной, ну, и за мужем, в смысле, и вообще все успевала по всем фронтам, такая умница, такая молодец, а ты вот чё, ты еще выпендриваешься, да вообще на 40 тысяч так классно можно жить, вообще просто превосходно. Как же вот мы раньше жили, а ты теперь не хочешь. И как это? Какой нахрен клининг? Какой тебе там доставка или рестораны? Нет. Как тебе нормальная качественная квартира, а не какая-то там бабушкина, непонятная, чисто для мертвых людей. Просто, конечно же, женщине очень нравится работать, очень нравится стрессовать, ей очень нравится, просто безумно. И так хочется работать, так хочется все время взваливать на себя всю ответственность. Она просто его очень любит. А он такой прекрасный, душевный человек. С ним так интересно, так хорошо. С ним можно поговорить, и чай попить на свои деньги, и в ресторан его сводить на свои деньги, и в путешествие свозить. Ну прямо прекрасная жена. И трахается, и детей рожает, и за детьми следит, в школу их отдает за свои деньги, естественно. Как иначе, ты поняла? В садике тоже за свои. Муж так колечки, эти часики покупает,
шмоточки покупает, путевочки дарит, ну просто, ну не жена загляденье. Ну вот это вот настоящая такая самодостаточная мусульманка. А как иначе? Вот была Хадиджа, бизнесвумен же была, да. Мгм. Вот с нее берем пример, так сказать, конечно. Только мы забываем, что пророк очень много тоже делал. И даже не то, что он очень много тоже, а как бы делал вместе с ней. Он много работал, обеспечивал всех своих жен. Махар у них был на наши деньги, ну, довольно не дешевый, не бедный, так сказать, не 40 тысяч, и не какое-то колечко. Хотя колечко, конечно, дорогое, может быть, ну как относительно, я не знаю. Но все равно, то есть это было довольно внушительные, нормальные деньги, на которые можно было прожить там примерно полгода-год. А сейчас мы выходим замуж за финик. Как иначе, как иначе? Только за финик, ну конечно. Какие машины, какие квартиры. Не, это все не для нас. Мы сами все заработаем, а своему бывшему, будущему, вот этому нынешнему мужу, так называемому прекрасному человеку, самому прекрасному, добренькому, он такой хороший, ну, бедный, конечно, ни хера не хочет ли семью делать. Тут дело даже не в бедности, а в том, что у него нет никакой потребности и мотивации для этой женщины своей, как бы любимой, что-то делать. Потому что если ты женщину любишь, то ты будешь стараться дарить подарки, обеспечить какой-то комфортный уровень, а не просто лег на диване каждую субботу, воскресенье, пятницу, отдыхаешь, а то и вообще неделями. Приходишь там в 5 или в 6 и на диван, и на диван. Да, и если вам женщина рассказывает, как она его очень любит за душу, значит, ей просто это выгодно по каким-то причинам. И либо они разведутся в будущем, что очень-очень вероятно, и она просто таким образом, зарабатывая много денег, готовится к своему разводу и к подушечке, особенно если у нее есть дети, да. Либо она будет с ним жить и что-то такое, возможно, получать, а возможно и нет, но просто чтобы как бы не выглядеть такой мусульманкой неправильной, что типа развелась с женой, плохо, 5 или там 10 лет прожили и развелись, ну как же, не солидно. Нужно сохранять брак, то есть это какая-то такая для общества, но не для себя. А если для себя, то там какие-то причины очень-очень странненькие и явно не мужские. И в такой семье мужчина с женщиной ролями, конечно же, меняется. Не может мужчина, зарабатывающий меньше женщин, сильно меньше, прям вот очень сильно, да и вообще позволивший ей там работать именно для бабок, каждый день пахать в офисе или где-то еще, на кого-то, может быть, или на себя даже, но пахать каждый божий день вместо того, чтобы уделять себе внимание, время или какие-то там, ну, какой-то отдых себе устраивать, развитие, она именно пашет ради бабла. И, конечно же, она уже не такая уж и женщина, она не женственная, она обычно довольно груба, довольно такая очень, она очень становится маскулинной, такая вся, короче, неинтересная, она уже как женщина себя не ведет. В постели она тоже женскую роль не выполняет, да и нигде не выполняет, собственно, ни дома, ни в постели, нигде. И опереться и доверять своему мужу она тоже не может. Ты не можешь доверять мужу, если ты много зарабатываешь, а он таксист, или он грузчик, или он какой-то офисный человечек с зарплатой очень низкой, а у тебя какие-то там сотни тысяч или миллионы. Невозможно уважать мужчину и доверять ему, если ты идешь пахать каждый божий день, чтобы заработать лишнюю копейку. И это очень-очень подозрительно и странно. Естественно, эти женщины, конечно же, не признаются, потому что хороший человек, даже хорошая, красивая. Но на самом деле есть, конечно же, причина более глубокая, о которой они все не говорят. Либо они готовятся к разводику, либо им просто так нравится быть мужичком.